Друзья, всем привет! Сегодня будет то самое долгожданное видео. Вы меня много и долго просили сделать видео о тенях свечей. И в этом видео мы с вами все это рассмотрим. Какие тени указывают на пробитие, какие тени указывают на отскок, как можно определить пробитие с помощью теней и так далее. А в этом видео будет только теория. Если вас интересует практика, то у меня есть куча видео с моей торговлей. Как онлайн, так и не онлайн, куча торговли. Это все в предыдущих видео, можете посмотреть. Там в большинстве случаев я торгую именно с помощью теней. А сегодня я вам буду только объяснять. Итак, давайте с вами начнем. Давайте рассмотрим первый такой вопросик. Допустим, здесь у нас есть уровень сопротивления. Цена к нему вот так вот подходит. Далее здесь уже начинают образовываться тени на свечах. Куча теней. Давайте нарисую тела свечей. Так вот, вы видите такое скопление теней около уровня сопротивления или поддержки. Они могут говорить и о тестировании уровня, о том, что цену толкают, допустим, на повышение, как в этом случае, и то, что цена хочет пробить этот уровень. А могут указывать на понижение. И в скором времени должен произойти отскок. Все это могут говорить нам тени. Если вдруг кто не знает, как у нас образуются тени и что такое тени вообще, то смотрите. Допустим, у нас открылась свеча, идет она на повышение, вот таким вот образом, доходит до уровня сопротивления, который у нас, допустим, к примеру, там есть, и отскакивает от него. Это все в пределах одной свечи. Потом идет на понижение, и на том месте, где цена была, образуется тень от ее движения, от движения цены. Вот это, к примеру, у нас зеленая свеча, и давайте я нарисую такую же красную свечу. Смотрите, вроде бы формации полностью идентичны, но смысл этих движений крайне отличается. К примеру, давайте объясняю опять же зеленую свечу. Она пошла вот таким вот образом. На повышение, потом отскочила и пошла на понижение. Закрылась у нас вот здесь вот. Если у нас свеча закрылась зеленым светом, значит, что движение направлено на повышение. То есть цена стремится вверх. Теперь давайте рассмотрим красную свечу. Открытие у нас, допустим, было вот здесь вот. Цена пошла на повышение, отскочила и пошла на понижение. То есть она стала ниже своего открытия и сменила свой цвет на красный. То есть цену здесь тянут на понижение. А смотрите, если на зеленой свече у нас еще можно рассматривать движение на пробитии, то на красной свече рассматривать пробитие уже не рекомендуется. После зеленой свечи нужно посмотреть, что будет дальше с ценой. А на красной свече видно, что цену как бы тянут на понижение, и она может пойти вот так вот далее. То есть это такой уже хороший отскок получается. Ну и допустим, то же самое могло произойти со свечой на повышение, только уже от уровня поддержки. Вот у нас тень, вот у нас тело. И это у нас свеча на повышение. То есть при такой свече также рассматривать пробитие уровня поддержки не рекомендуется, поскольку цену уже тянут на повышение. Давайте все это рассмотрим на графике, как все это происходит. Помимо теней, конечно, нужно учитывать все движения, то есть уровни, нужно учитывать тренды, нужно учитывать размеры свечей, паттерны и так далее. Но именно тени свечей больше всего помогают при определении пробитий. Поскольку я захожу часто на пробитие, то я часто ими пользуюсь. Давайте это рассмотрим. К примеру, здесь у нас есть уровень сопротивления. Я его рисую. Что мы здесь в общем наблюдаем? Наблюдаем мы повышение наших минимумов. Это у нас часовой таймфрейм. Образуется такой небольшой треугольничек. Тени у нас есть вот здесь вот здесь вот и вот здесь вот. Здесь уже произошло пробитие уровня. Сейчас мы все это рассмотрим. Итак, давайте немножко приближу график. Вот здесь произошло наше пробитие, давайте я все это опять же отмечу. Уровень сопротивления. Немножко почетче его нарисую, вот так вот. И смотрите, давайте опять же отмечу повышающиеся минимумы, чтобы была более ясная картина. Видим здесь уверенную свечу на повышение, которая подошла к уровню сопротивления. После нее образовался пин-бар. После пин-бара образовалось вот такое вот движение. Цена в течение часа пошла немножко на понижение, потом опять же отскочила и опять же образовался пин-бар. О чем нам это говорит? Учитывая повышающиеся минимумы, учитывая уверенную свечу на повышение, такая неуверенная свеча на понижение говорит о том, что цену не хотят толкать на понижение, что цена стремится у нас вверх. После очередного пин-бара образовалась неплохая свеча на повышение, которая поглотила этот сам пин-бар. Образовался паттерн поглощения с двумя тенями снизу. Тени снизу говорят о том, что цену толкают на повышение.
учитывая наши данные, учитывая то, что у нас повышаются локальные минимумы. Цена уже теперь вошла в область сопротивления, и она не отскакивает от этой области. То есть образовалась малюсенькая тень, которая практически ни о чем не говорит. Если сравнить предыдущие отскоки, то ранее цена отскакивала достаточно резко от этого уровня. И там слева еще есть отскок хороший, тоже резкий. Здесь же цена уже вошла в область сопротивления. Образуется у нас очередной пин-бар. Но теперь после пин-бара цена не идет на понижение, то есть не отскакивает от уровня. Вместо этого она идет дальше на повышение. Образуется уверенная свеча, которая закрывается там, где был предыдущий отскок от предыдущего пин-бара. Надеюсь, это понятно. То есть вот здесь вот. Эта свеча служила таким вот подтверждением того, что уровень у нас пробьется. И здесь уже можно рассматривать пробитие. На самом деле я бы рассматривал пробитие уже вот в этом месте. То есть я увидел вот эту вот свечную формацию и уже начал бы заходить на пробитие. Но при такой формации, учитывая наши все условия, которые я обговорил, вот эта вот формация образовалась внутри самой области сопротивления. И свеча подтвердила наличие пробития. И на закрытии часовой свечи, вот здесь вот, уже можно было бы, не колебаясь, ловить импульс на повышение, который у нас в принципе и произошел. Обратите внимание, что перед пробитием у нас минимумы еще больше сократились. То есть вот таким вот образом цена начала двигаться. Это произошло вот в этом месте. Там, где цена не смогла дойти до основного уровня поддержки, отскочила немножко раньше. Это все у нас намеки на пробитие. Вот все эти детали вы замечаете. Давайте теперь рассмотрим предыдущий отскок, который у нас находится слева. Давайте я приближу. Это та же самая область сопротивления, которая у нас пробилась, и вот у нас отскок. Здесь также присутствует, в принципе, то же самое, такая же тень. В чем же здесь разница? Разница вот в этой свече. Итак, если вы видите, что после отскока сильного от уровня сопротивления или от уровня поддержки образуется большая тень, вы видите, что следующая свеча у вас не очень уверенная, это может быть пин-бар, это может быть вот такая вот формация, то нужно смотреть, что будет дальше. Допустим, только по вот этой вот формации пробитие определить нельзя. Да, эта формация могла бы указывать на пробитие, но только если следующая свеча у нас пошла вот таким вот образом на повышение. Тогда это было бы пробитие. Но, как мы видим, у нас следующая свеча пошла на понижение и образовался паттерн поглощения. А это нам говорит уже об отскоке. Поэтому нужно обязательно ждать, во-первых, закрытия свечей, чтобы определить вот эти вот все движения по теням. И во-вторых, нужно ждать каких-то подтверждений от следующих свечей. Надеюсь, все это понятно. А смотрите, также при пробитии, я очень часто замечал, может возникнуть вот такая вот формация. Давайте я это нарисую быстренько. Здесь у нас есть свеча на повышение с тенью сверху, с большущей тенью. Далее, открытие свечи у нас произошло вот так вот. Опять же образуется еще одна свеча с большой тенью сверху. Далее цена идет уже вот так вот, то есть образуется уверенная свеча на повышение. Здесь у нас находится уровень сопротивления, там где у нас происходят отскоки. И вот эта вот свеча говорит уже о пробитии уровня сопротивления. Учитывая данную информацию и учитывая то, что минимумы у нас опять же повышаются. Помним верные признаки пробития. Это повышение наших минимумов или максимумов понижения. Тестирование уровня, то есть уровень должен тестироваться. Чем чаще уровень тестируется, тем выше вероятность пробития. Вот эти вот тени как раз говорят о тестировании уровня. И после тестирования возникает уверенная свеча на повышение, которая подтверждает наличие пробития. Если у нас свеча закрывается уверенно там, где были резкие отскоки в том же месте, то это очень хороший признак пробития. Уверенно это значит, что без теней. Такое четкое, хорошее движение. Допустим, это у нас свечи неуверенные, а это уверенные. Итак, вот хорошая формация для пробития уровня сопротивления. Давайте еще одну нарисую, которую мы только что разбирали, в принципе. Вот у нас свеча на повышение с тенью сверху. Здесь образуется пин-барчик. И потом опять же образуется уверенная свеча на повышение, которая идет вот таким вот образом. Опять же, здесь находится у нас уровень сопротивления. Вот в этом месте. То есть это тоже хорошая формация для пробития. И опять же здесь есть подтверждающий фактор. Вот эта вот свеча. Ждите обязательно закрытия свечи, потому что вот эта вот свеча, если вы зайдете до ее закрытия, то она может образоваться примерно вот так вот. Вот таким вот образом. А здесь останется большая тень. То есть обязательно ждите закрытия свечи. Это касается, ребят, абсолютно всех таймфреймов. Сейчас я смотрю это на часовом таймфрейме, но давайте перейдем, допустим, на минутный. Там будет абсолютно то же самое. Конечно, немножко порезче, немножко по
импульсивнее, но тем не менее все это будет. Вот, к примеру, я сразу же уже вижу, смотрите. Вот наш уровень, здесь мы видим свечу на повышение с тенью сверху, потом пин-бар, потом уверенная свеча и пробитие. Это, я напоминаю, минутный таймфрейм. То есть все это работает на любых таймфреймах, просто используйте. Вы можете входить на минуту таймфрейме, там, допустим, на 3 минутки, на часовом на 3 часа и так далее. Как вам лучше, удобнее, как вам комфортнее. И, ребят, не путайте вот эту вот формацию. Давайте все это сотру. Не путайте вот эту вот формацию с вот этой вот формацией. Обратите внимание, что на этой свече нет тени сверху, а на этой есть. То есть обращайте внимание на малейшие детали и не совершайте ошибок. Вот, к примеру, кстати, опять же, после пробития вот этого вот уровня сопротивления цена наткнулась на следующий локальный уровень, который находится вот здесь вот. И опять же образовалось то же самое. Тень сверху, пин-бар, уверенная свеча и дальнейшее движение вверх. Итак, что на пробитиях, что на отскоках, везде нужен какой-то подтверждающий фактор. Нужна какая-то свечная формация, которая подтвердит наличие движения. А если хотите, я сделаю больше такой тематики про паттерны, тематики про потенциал движения цены и тому подобное. Про вот эти вот тени и свечные формации. Если вам такой материал нужен, то пишите в комментариях, я это сделаю. Все, друзья, вот такое вот видео у меня получилось. Всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте этому видео лайк. Если это видео было для вас полезным, подпишитесь на канал, кто еще не подписан. И нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать следующие полезные для вас видео. Всем желаю всего самого наилучшего, всем профита и всем пока.